Сегодня 45-й день сухого. Потихонечку готовлюсь к выходу. Прорубаю прорубь. Все это время было без взаимодействия с водой, поэтому я не окунался, не купался, не мылся. И скоро это поменяем. Состояние очень неплохое. Единственное, конечно, когда физическая нагрузка идет, такое чувствуется и сердцебиение учащенное. Устаешь, конечно, намного быстрее. Но, тем не менее, справляюсь. И со стройкой, и другими делами. Каждый день измеряю вес, давление, кровь. Все замечательно. Глюкоза стабилизировалась, давление довольно-таки сильно опустилось, но ничего. Пульс где-то по ночам, когда сплю, доходит до 43-45, такой очень низенький пульсик. Температура понижена, так что коронавирус, похоже, не грозит. Вот. Так что в этом состоянии можно, конечно, по идее продолжать и дальше. Вот. Но все-таки все начинается, продолжается и заканчивается. И, наверное, закончатся и мои сухие денечки, тем более, что 10 числа, это уже через 6 дней, наверное, начнется семинар голодания на березовом соке, да и пойдет березовый сок, тоже надо попить. Вот. И к этому времени я хочу выйти, чтобы быть более подвижным, поскольку там и физической будет много нагрузки, и с людьми надо будет контактировать. На сухом это довольно-таки сложно делать. Но пока в еду входить не буду, то есть буду на березовом соке, даже воду можно не пить, в принципе. Но буду уже окунаться, помоюсь наконец-то. Кстати, что хочу сказать, что вот за эти 45 дней без взаимодействия с водой, вот вы видите, волосы, тело, запаха особого нету. То есть, в принципе, организм как будто такое ощущение, как самоочищается. Ну, единственное, что я говорю, я чищу ротовую полость. Это ежедневная такая процедура. Вот. Сейчас идет эпидемия коронавируса, и все сидят по домам. У меня такое ощущение, что людям очень скучно, или началось просто весеннее обострение. Очень много таких, на мой взгляд, интересных сообщений, но не особо адекватных. Тоже такой показатель, что люди сидят дома, видно, заняться им нечем, и посылают всякие пожелания, скажем так. Многие пишут, что просто это невозможно, не верят. Но я просто еще раз хочу сказать, это я делаю не для того, чтобы что-то кому-то доказать, вы поймите это. Я это делаю только для себя. Это мой личный опыт. Я просто с вами делюсь. Верить, не верить, это ваша история. Как говорил один мой друг, это ваше личное американское дело. Вот. Я проживаю свой опыт для себя и просто с вами делюсь, что такое возможно. Что, наверное, человеческие возможности, может быть, и ограничены, но они намного шире, чем мы думаем. Все у нас в голове. И болезни в голове, и стрессы в голове. Когда ты голову очищаешь это внутреннее пространство, то ты как будто как расширяешься, что ли. И уже всякие стрессы, болезни тебя не затрагивают. Ты принимаешь весь этот мир, находишься всегда в позитиве. И от этого состояния, я думаю, что улучшается и самочувствие. А на фоне всяких паник, всего негатива, конечно, люди будут болеть, поскольку меняется очень внутренняя система человека, которая помогает заболевать. Попробуйте заболеть в позитиве. Были даже случаи исцеления от онкологии, когда человек постоянно находился в позитиве, просматривая комедии, и излечивались даже от онкологии. Поэтому будьте позитивны, во всем видите только хорошее, даже в плохом. Потому что любое, что случается с вами плохое, это опыт. Это опыт, который ценен, поскольку это личный ваш опыт. Не с моих слов, не с чьих-то. Это уже ваш опыт, который... Вот многие пишут про веру, еще про что-то. Вера это ни о чем. Вера это что-то иллюзорное.
Нужно знание, конкретное личностное переживание. Тогда это уже будет вашим, тогда это у вас никому будет не отнять, и тогда никто не сможет вас в чем-то переубедить обратно. Что надо есть, что без еды человек умирает, без воды человек умирает. Ну, вы видите, что, ну да, похудел малость. Ну, вот, но живой, здоровый, тут работаю вовсю. Так что оставайтесь позитивными, не болейте, но соблюдайте карантин, поскольку уж за нас так взялись. В карантине видите позитив. Найдите чем заняться, медитируйте. Да, тут завтра всеобщая медитация, тоже много присылают сообщений. Вот. Я не против всеобщих медитаций, но не делайте это именно 5 числа. Делайте это каждый день. Посылайте любовь людям, миру каждый день. Вот проснулись и посылайте. Включая и 5 число, 5 апреля. Тогда, может быть, действительно весь мир изменится. А если мы будем только 5 апреля посылать все эти эманации, ну это как там 8 марта, да, только 8 марта мы женщин замещаем, все остальное время не замещаем. Или там прощенное воскресенье. 1 раз в году я всех прощаю. Ну что такое? Прощайте каждый день. А лучше не обижайтесь, и все будет замечательно. Вот. Да, и сегодня еду за очередными анализами в Питер, буду сдавать. Это будет, наверное, завершающий уже на сухом. И следующий уже, наверное, когда будет восстановительное питание, уже тогда можно будет сравнить на начале входа, когда я делал на питание, и в конце, что поменялось вообще. То есть для этого этот эксперимент весь производился, посмотреть, что происходит с организмом. По самочувствию я еще раз говорю, что оно просто замечательное. Даже абсолютно не хочется загружать себя едой, водой. Очень такое состояние легкости, внутреннего покоя и такой тихой радости. Да еще такое солнышко. Хочется пойти погулять по солнышку. Насчет холода тоже многие пишут и спрашивают, что вот идет внутренний жар. Да, процесс очищения идут совершенно по-другому. На воде вы вымываете все. На сухом у вас активнее работает печеночка и повышается внутренняя температура. Так что идет такое ощущение внутреннего жара. Примите это. У кого мало сна тоже пишут, у меня вот нету сна, как что делать с этим. Да ничего не делайте, у вас появляется куча дополнительного времени. Просто это время перестройки организма. У меня тоже все это было, и жар внутренний, и кризы, и бессонницы вот эти, когда там за ночь там, ну, только глаза только, может быть, сомкнешь там на 15 минут. Сейчас я сплю великолепно. Ложишься, засыпаешь, просыпаешься, радуешься дню, медитируешь на благо себе и пространству, и живешь этой жизнью, наслаждаясь ей в любом ее аспекте, в любом проявлении. Ну и до следующей встречи. Пока выход планирую ближе к 10 числу, когда не знаю точно. Может завтра, может послезавтра, но где-то уже в ближайшие дни буду, наверное, заканчивать эксперимент сухим. Но будет продолжение пока еще на водичке. Сколько оно будет, тоже пока одному Богу известно. Так что шоу продолжается. Всем удачи. А я продолжаю рубить провод. Кстати, тоже хождение босиком, да? Настолько привыкаешь к этому состоянию, что я сейчас только подумал, что я без тапок. Не хотел мочить тапки, решил босиком. Абсолютно нормально. Просто принимаешь. Хотя, честно говоря, я частенько гуляю босиком. И бывает не замечаешь, и слезает кожа потом. Но это тоже проходит. Как говорил мудрый Соломон, все пройдет,
И это тоже. Всем любви, понимания, счастья. Пока.